Здравствуйте! Сегодня на лекции аудирования мы будем отвечать на вопросы, о чем говорится, и будем выбирать правильный ответ. И на второй вопрос, что же можно узнать, и будем выбирать правильный ответ на этот вопрос. В лекции чтения мы будем тренироваться ставить предложения в правильном порядке так, чтобы получился полноценный текст. Также мы будем искать ответ на вопрос, о чем говорится в тексте. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 여러분, 이쪽으로 오세요. 지금 보시는 이것은 옛날 신발인데요. 옛날 사람들은 비가 올 때 이 신발을 신었습니다. 신발의 앞과 뒤가 바닥보다 높아서 비가 올 때도 발이 물에 젖지 않고요. 또 가벼운 나무로 만들었기 때문에 신었을 때 불편하지 않습니다. 남자 신발과 여자 신발은 모양이 좀 다른데요. 여자 신발은 꽃 그림을 그려서 예쁘게 만들었습니다. 다 보셨으면 옆으로 가실까요? Давайте вместе переведем для начала на русский язык. 여러분, дамы и господа, 이쪽으로 오세요. Идите сюда, пожалуйста. 지금 보시는 이것은, сейчас вы смотрите, 옛날 신발인데요, на старинную обувь. 옛날 사람들은, раньше люди, 비가 올 때, когда шел дождь, 이 신발을 신었습니다. одевали эту обувь. 신발의 앞과 뒤가, передняя и задняя часть обуви, 바닥보다 높아서, так как выше уровня пола, 비가 올 때도, когда идет дождь, 발이 물이 젖지 않고요. ноги не промокают. 또 가벼운 나무를 만들었기 때문에, также, так как обувь сделана из легкого дерева, поэтому 신었을 때 불편하지 않습니다. Она не неудобная при носке. 남자 신발과 여자 신발은 모양이 좀 다른데요. Форма мужской обуви и женской немного отличается. 여자 신발은 꽃 그림을 그려서 예쁘게 만들었습니다. Женскую обувь делали красивее, рисовав на ней цветы. 다 보셨으면, если вы все посмотрели, 옆으로 갈까요? Пойдемте сюда. Итак, давайте сначала посмотрим на лексику. Как вы помните, в тексте было обращение 여러분. 여러분 означает дамы и господа. Также можно перевести как уважаемые посетители или уважаемые гости. Слово 옛날 означает давно, раньше, либо может переводиться как старинный. Теперь давайте ответим на задание. У нас вопрос к тексту. О чем говорится в тексте? И даны 4 примера. Номер 1. 인사, приветствие. Номер 2. 설명, объяснение. Номер 3. 주문, заказ. И номер 4. 부탁, просьба. Чтобы правильно выбрать, о чем говорится в тексте, давайте сначала определим ключевые слова. Это будут 옛날 신발, старинная обувь, 비가 올 때 신었습니다. одевали, когда шел дождь. 앞과 뒤가 바닥보다 높아서, передняя и задняя часть обуви выше уровня пола. 발이 젖지 않고요. ноги не промокают. 가벼운 나무로 만들었기, так как сделана из легкого дерева, 불편하지 않습니다. Поэтому она не неудобная. 여자 신발, 꽃 그림, на женской обуви цветы. Итак, о чем же говорится в тексте? Это объяснение о обуви, о старинной обуви. 정답. И это и есть наш правильный ответ. Номер 2. 설명. В этом задании нужно выбрать
правильный ответ, выбрав из предложения то, которое совпадает по смыслу с текстом. Давайте переведем 4 варианта на русский язык. Номер 1. 남자 신발에는 그림이 있습니다. На мужской обуви есть рисунок. Как вы помните, рисунок был на женской обуви. Номер 2. 물에 들어갈 때 이 신발을 신습니다. Обувь одевают, когда идут в воду. Но, как вы помните, эту обувь одевают тогда, когда идет дождь. Номер 3. 이 신발은 나무로 만들어서 불편합니다. Эта обувь сделана из дерева, поэтому она неудобная. Но, как вы помните, она сделана из легкого дерева, и поэтому она удобная. Номер 4. 이 신발은 앞과 뒤를 높게 만들었습니다. Эта обувь спереди и сзади высокая. Так оно и есть. Эта обувь спереди и сзади высокая, чтобы когда шел дождь, то ноги не были мокрыми. 정답. правильный ответ номер 4. 이 신발은 앞과 뒤를 높게 만들었습니다. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 요즘 퇴근 후에 뭐 해요? 매일 일찍 나가는 것 같아요. 아, 집 근처 가구 만드는 곳에 가서 책상을 만들고 있어요. 책상요? 책상을 사지 않고 만들어요? 네, 좀 큰 책상을 갖고 싶어서 시작했는데 아주 재미있어요. 그래서 다음에는 식탁도 만들어 보려고요. 그런 걸 할 줄 알아요? 나는 작은 상자도 못 만드는데. 가구 만드는 곳에 가면 다 가르쳐 줘요. 하고 싶으면 같이 가요. Давайте переведем на русский язык этот диалог. 요즘 퇴근 후에 뭐 해요? Что вы в последнее время делаете после работы? 매일, каждый день 일찍 나가는 것 같아요. По-моему, вы уходите рано. А, 집 근처 가구 만드는 곳에, возле дома есть место, где делают мебель. 가서, я туда хожу и 책상을 만들고 있어요. И делаю стол для занятий. 책상이요? стол? 책상을 사지 않고 만들어요? стол не покупаете, а делаете? 네, да. 좀 큰 책상을 갖고 싶어서 я хотела немного большой стол для занятий и 시작했는데 начала делать 아주 재밌어요. И мне очень интересно. 그래서 поэтому 다음에는 в следующий раз 식탁도 만들어 보려고요. Собираюсь сделать кухонный стол. 그런 걸 할 줄 알아요? Вы знаете, как это делать? 나는 작은 상자도 못 만드는데 я даже не могу сделать маленькую коробку. 가구 만드는 곳에 가면 если пойти там, где делают мебель, 다 가르쳐줘요, то обучают. Получается, там, где делают мебель, этому обучают. 하고 싶으면 같이 가요. Если хотите, можем пойти вместе. Давайте посмотрим на лексику. 퇴근. 퇴근 – это время, когда уходит человек с работы. Можно перевести как «после работы», либо «время окончания работы». 출근. 출근 – это время, когда человек идет на работу. Поэтому переводится как «время прихода на работу», либо «начало работы». 책상. 책상 можно перевести как «парта», либо «стол для занятий», либо просто как «стол». 식탁. 식탁 – это тоже стол, но это кухонный стол, то есть это стол для еды. Итак, задание нужно ответить на вопрос, о чем говорят эти двое собеседников в диалоге. Давайте выделим для этого ключевые слова. Ключевые слова такие: 퇴근 후,
после работы. То есть, что вы делаете после работы? На что женщина отвечает: 가구 만드는 곳에 가서. Я иду туда, где делают мебель. 책상을 만들고 있어요. И делаю там стол для занятий. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 가구를 사는 곳. Место, где можно купить мебель. Номер 2. 회사의 퇴근 시간. Время ухода с работы. Номер 3. 퇴근 후에 하는 일. Занятия после работы. Номер 4. 가구를 고르는 방법. Метод выбора мебели. Итак, в этом диалоге собеседники говорили о том, что женщина делает после работы. 정답. Поэтому правильный ответ номер 3. 퇴근 후에 하는 일. Теперь давайте из 4 вариантов ответа найдем верный, который по смыслу подходит с текстом. Номер 1. 여자는 집에서 책상을 만들고 있습니다. Женщина делает стол для занятий дома. номер 2. 남자는 책상 만드는 방법을 알고 있습니다. Мужчина знает, как делать стол для занятий. номер 3. 여자는 퇴근 후에 가구 만드는 곳에 갑니다. Женщина после работы ходит в место, где делают мебель. номер 4. 남자는 여자에게 식탁을 만들어 주려고 합니다. Мужчина собирается сделать кухонный стол для женщины. Итак, по ключевым словам мы помним, что женщина делает стол не дома, а там, где делают мебель. Затем мужчина говорил, что он не знает делать даже как коробку. И также мужчина не собирается делать кухонный стол для женщины, а женщина предложила мужчине вместе пойти, если ему интересно, как сделать мебель. 정답. Получается правильный ответ номер 3. 여자는 퇴근 후에 가구 만드는 곳에 갑니다. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 안녕하세요. 여기 행복마트인데요. 지난주에 주문한 그릇 때문에 전화드렸습니다. 네, 연락하려고 했는데 주문한 그릇이 왜 이렇게 안 와요? 원하시는 색깔이 가게에 없어서 공장에 주문을 했는데요. 생각보다 늦어져서요. 죄송합니다. 그래요? 그럼 언제쯤 받을 수 있어요? 내일 보낼 거니까 모레쯤은 도착할 겁니다. 네, 알겠습니다. Давайте переведем на русский язык. 안녕하세요. Здравствуйте. 여기 행복마트인데요. Это супермаркет счастья. 지난주에 주문한 그릇 때문에 전화드렸는데요. Я вам позвонил по поводу тарелок, которые вы заказали на прошлой неделе. 네, 연락하려고 했는데, да, я собиралась вам позвонить. 주문한 그릇이, заказанные тарелки, 왜 이렇게 안 와요? Почему все так еще не пришли? То есть, да, я собиралась вам позвонить. Почему заказанные тарелки так все еще не приходят? 원하시는 색깔이, тот цвет, который вы хотели, 가게에 없어서, не было в магазине, 공장에 주문을 했는데요. И мы заказали на заводе. 생각보다 늦어졌어요. Но опаздываем по сравнению с тем, что думали. 죄송합니다. Извините. 그래요? Да? 그럼 언제쯤 받을 수 있어요? Тогда когда примерно можно получить? 내일 보낼 거니까, так как мы завтра вышлем, 모레쯤 도착할 겁니다. Поэтому примерно получите послезавтра. 네, 알겠습니다. Да, хорошо. Итак, в этом диалоге прозвучало слово такое «цим», переводится как «около», «примерно». Теперь давайте ответим на задание. Итак, для чего мужчина позвонил женщине? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте выделим ключевые слова.
Итак, 지난주에 주문한 그릇. То есть человек, мужчина, позвонил на прошлой неделе из-за заказанных тарелок. И женщина спрашивает, 그릇이 왜 이렇게 안 와요? Почему тарелки все еще не пришли? 원하시는 색깔이 없어서 они не пришли, потому что не было цвета, который хотела женщина. 공장에 주문을 했는데요. Мы заказали на заводе. И теперь, когда их можно получить? 내일 보낼 거니까, так как завтра отправим, 모레쯤은 도착할 겁니다. Получите примерно послезавтра. Итак, почему мужчина позвонил женщине? Давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 그릇을 가게에 보내려고, чтобы выслать тарелки в магазин. Номер 2. 공장에 그릇을 주문하려고, чтобы заказать тарелки на заводе. Номер 3. 그릇을 아직 보내지 못해서, потому что еще не выслал тарелки. И номер 4. 주문한 그릇의 색깔을 바꾸려고, чтобы поменять цвет тарелок. 정답. Правильный ответ номер 3. 그릇을 아직 보내지 못해서. В этом задании нужно выбрать предложение, которое подходит по смыслу с текстом. Давайте посмотрим на предложенные варианты. Номер 1. 여자는 남자에게 그릇을 보냈습니다. Женщина выслала тарелки мужчине. Номер 2. 여자는 지난주에 그릇을 주문했습니다. Женщина заказала тарелки на прошлой неделе. Номер 3. 여자는 가게에 가서 женщина пойдет в магазин, 그릇을 살 겁니다 и купит тарелки. Номер 4. 여자는 женщина 내일 그릇을 받을 수 있을 겁니다. Завтра может получить тарелки. Итак, мы помним, что женщина может их получить не завтра, а послезавтра. В магазин ей идти не нужно. И женщина не высылала тарелки мужчине, но она заказала тарелки на прошлой неделе. 정답. Правильный ответ номер 2. 여자는 지난주에 그릇을 주문했습니다. В этом задании нам дано 4 предложения, и их нужно поставить в правильном порядке, чтобы получился полноценный текст. Давайте вместе попробуем это сделать. Сначала давайте переведем на русский язык. 가. 그런데 공항에서 지갑을 잃어버렸습니다. Но в аэропорту я потерял или потеряла кошелек. 나. 지난주에 친구들과 같이 여행을 갔습니다. На прошлой неделе мы с друзьями поехали в путешествие. 다. 지갑을 다시 찾아서 정말 다행이었습니다. Какая удача, что опять я нашел или нашла кошелек. 라. 그때 안의원이 방송을 해서 в тот момент работник или работница информационной стойки сделала объявление и 지갑을 찾아주었습니다 и нашел или нашла кошелек. Итак, нам нужно 4 предложения составить в том порядке, чтобы получился полноценный текст. Для этого нужно найти первое предложение. В первом предложении обычно скрывается смысл всего текста, либо первое предложение как бы нас готовит к тому, что будет в тексте. Из 4 предложений, если вы обратили внимание, такое предложение было на. На прошлой неделе мы с друзьями поехали в путешествие. То есть это предложение как бы готовит читателя к тому, что же будет в этом тексте. Итак, первое предложение будет на. 지난주에 친구들과 같이 여행을 갔습니다. Теперь нам нужно найти предложение, которое бы было продолжением первого предложения. И у нас есть такое предложение под буквой К. 그런데 но 공항에서 지갑을 잃어버렸습니다. Но в аэропорту потерял кошелек. Затем, что же случилось после того, как потерял кошелек? У нас как раз есть такое предложение, которое объясняет, что же случилось. Как раз в тот момент работница стойки сделала объявление. Это предложение 라. 그때 안의원이 방송을 해서 지갑을 찾아주었습니다. И остается последнее предложение. 다. Какая удача, что опять нашел кошелек. 지갑을 다시 찾아서 정말 다행이었습니다.
Получается порядок предложений на, га, ра, да. И из 4 вариантов ответа у нас как раз есть такой порядок. 정답. Это номер 2. Давайте переведем на русский язык. 가. 그래서 поэтому 조금 비싸지만 хоть и немного дорого, то 인기가 많습니다. но пользуется спросом. 나. 요즘 마트에, сейчас в супермаркете, 특별한 색의 토마토들이 많습니다. много помидоров особенного цвета. Да, 그 중에서 среди них 특히 особенно 노란색 토마토가, желтые помидоры, 인기가 있습니다. пользуются спросом. 라, 노란색 토마토는, желтые помидоры, 보통 토마토보다 по сравнению с обычными помидорами 맛이 더 답니다, более сладкие. Итак, чтобы найти первое предложение, нужно посмотреть, какое из этих предложений содержит в себе либо смысл текста, либо нас знакомит с тем, что будет в тексте. У нас есть такое предложение на. Сейчас в супермаркете много помидоров особенного цвета. Это и будет нашим первым предложением. 요즘 마트 특별한 색의 토마토들이 많습니다. Затем нам нужно найти предложение, которое бы продолжало первое предложение. И как раз есть такое предложение «да». Среди них особенно пользуются спросом желтые помидоры. 그 중에서 특히 노란색 토마토가 인기가 있습니다. Почему же желтые помидоры пользуются спросом? На этот вопрос нам отвечает предложение «ра». Желтые помидоры, потому что они более сладкие. 노란색 토마토는 보통 토마토보다 맛이 더 답니다. И остается заключительное предложение «가». 그래서 조금 비싸지만 또 인기가 많습니다. Поэтому, хоть они немного и дорогие, пользуются спросом. У нас получается порядок на, да, ра, га. 정답. Из 4 вариантов правильный ответ номер 2. Давайте переведем на русский язык. 우리 어머니와 아버지는 모두 일을 하셔서 так как моя мама и папа оба работают, 집에 혼자 있는 날이 많았습니다. Я часто находился или находилась дома одна либо один. 기억. 혼자 있으면, когда я один или одна, 보통 게임을 하면서 시간을 보냈습니다. Я обычно проводил или проводила время за играми. 니은. 그런데 어머니가 강아지를 사오시면서 с того момента, как мама купила собаку, 제 생활이 달라졌습니다. Моя жизнь поменялась. 디귿. 강아지와 함께 놀고, играться вместе с собакой, 산책도 하면서, и также гуляя, 시간을 보내게 되었습니다. Стал проводить время. Получается, я стал или стала проводить время вместе с собакой, играя с ней и прогуливая. 리을. 저는 게임보다 더 좋은 친구 갖게 되었습니다. У меня по сравнению с играми появился друг, что намного лучше. Итак, в этом задании нам дано предложение, которое нужно поставить вместо 기억, 니은, 디귿 или 리을. Давайте посмотрим и переведем это предложение на русский язык. 한 번 컴퓨터 앞에 앉으면, если я сяду возле компьютера, 밥도 안 먹고, я не ем, 게임을 할 때도 있었습니다. А просто играю, получается. Если я сяду возле компьютера, то часто я играю и не ем. Давайте теперь посмотрим, куда можно поставить это предложение. У нас в тексте есть предложение, когда я один, я обычно провожу время за играми. И дальше идет, что мама купила собаку. Как раз между двумя этими предложениями по смыслу нам подходит предложение о том, что человек, если садится возле компьютера, часто забывает поесть, а просто играет. И это как раз есть у нас место 니은. Получается, что 혼자 있으면 보통 게임을 하면서 시간을 보냈습니다. Когда я один, обычно проводил время за играми. А потом
한 번 컴퓨터 앞에 앉으면 밥도 안 먹고 게임을 할 때도 있었습니다. Если я один раз сяду или просто сяду возле компьютера, то часто я играю и не ем. 정답. Получается правильный ответ номер 2. ниин. В этом задании нам нужно выбрать правильный вариант, который подходит по смыслу с текстом. Давайте для этого найдем ключевые слова. Итак, 어머니, 아버지, мама, папа 일을 하셔서, так как работают, 혼자 있는 날이 많았습니다. У меня было много дней, когда я был один. 혼자 있으면, когда я один, 게임, игры. То есть, когда я один, я играюсь. 그런데, но, 어머니가 강아지를 사. Но мама купила собаку. И с тех пор 강아지와 놀고 산책. Я играю с собакой и прогуливаюсь. 좋은 친구를 갖게 되었습니다. У меня появился хороший друг. Теперь, после того, как мы нашли ключевые слова, давайте выберем правильный ответ. Для этого давайте переведем 4 варианта ответов на русский язык. Номер 1. 우리 어머니는 게임을 좋아하십니다. Моя мама любит игры. Номер 2. 저는 요즘 어머니와 함께 산책을 합니다. Я в последнее время хожу на прогулки с мамой. Номер 3. 우리 어머니는 집에 계실 때가 많습니다. Моя мама часто находится дома. Номер 4. 저는 강아지와 보내는 시간이 즐겁습니다. Мне нравится проводить время с собакой. 정답. правильный ответ номер 4. 저는 강아지와 보내는 시간이 즐겁습니다. Сегодня на лекции аудирования мы с вами научились находить ответы на вопросы. В этот раз мы отвечали на несколько различных вопросов, а именно, о чем речь в диалоге или в тексте. Сегодня на лекции чтения мы с вами попрактиковались в составлении текста из данных предложений. В дополнении текста предложением и также ответили на вопрос, о чем говорится в тексте. Чтобы поставить предложение в правильном порядке, для начала нужно определить первое предложение, в котором содержится смысл всего текста. Если первое предложение определено правильно, то остальные предложения поставить в порядке будет уже несложно. Для того, чтобы выбрать правильный ответ на вопрос, о чем говорится в тексте, нужно обратить внимание на ключевые слова. Спасибо и всего хорошего!